Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Полина Реутова на связи прямо сейчас. Полина, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ох, как штормит, шатает, бурлит все в Украине. Причем самое интересное, комбинации сейчас выкладывают, выдают на гора. Федоров, вот уже можно по состоянию на сейчас точно сказать, стал первым, которого попросили на выход, а он просто так не ушел. И, в общем, там Сырского обвинил в том, что он интриган, и вообще говорит, непобедим, и это вообще бог знает, что происходит, молодым у нас дороги нет, технологиям дороги нет, причем есть оголтелая критика как в сторону самого Федорова, министра обороны, так в сторону тех людей, которые, в общем-то, тех людей, которые за Зеленского и говорят, что это нет, ему виднее. Одни говорят, что Федоров сам ничего не сделал. В общем, такая какая-то вот очень интересная сейчас закручивается история. Это все на фоне, ну, казалось бы, таких победных шествий Зеленского по Европе и гостей, которые приезжают к нему вот уже второй день подряд. Давно не виделся он со Стармером, очень давно, буквально с дня взятия Бастилии. Вот Стармер здесь, он его благодарит, все вроде бы хорошо, но внутри, кажется, разгорается пожар. Как вы думаете, ну, понятно, картонки повыходили, то есть вот это разлад именно внутриевропейский или американский след? И, собственно, к чему он может привести? Многие уже проводят параллель с мятежом Пригожина. Ну и здесь такой больше политический, но такой специфический мятеж Федорова. Это вообще на войну влияет? Как вы думаете? Посмотрим в течение, думаю, месяца максимум будет понятно. Я все-таки склонна считать, извините за такую аналогию, что от перестановки кровати в борделе суть места не меняется. С учетом того, что американцы сейчас по многим параметрам не соглашаются с глобалистским консорциумом, который сейчас де-факто и даже де-юре управляет бывшей Украиной. Это может быть поле противостояния в том числе. С одной стороны, можно предположить, что филиалы ФБР под названием НАБУ и САП что-то накопали на этих кадров, и в ближайшее время что-то будет обнародовано, и для того, чтобы прохеджировать эти риски, их заранее решили убрать из министерства вот этих товарищей. Это первый вариант. Второй вариант тоже возможно, что это просто внутренние разборки под кураторством внешнего управления в том числе. Тем более оборонное ведомство– это та тема, на которую можно спекулировать с учетом того, что много данных уже имеется о коррупции, а это считается посягательство на святое святых, когда государство воюет, и заниматься коррупционными действиями в отношении вот этих отраслей, которые как бы жизненно важны для государства и влияют напрямую на обороноспособность государства. Если с этой стороны посмотреть, то это может быть элемент внутренних разборок такой. Тем более сгущаются тучи над бывшей Украиной, потому что самые ближайшие соседи, которые выполняли функцию хаба, основную, это так называемая Польша, они как-то резко обнаружили, что граничат с бандеровцами. Резко обнаружили, что, оказывается, в Украинском рейхе не очень хотят каяться за волынскую резню, что проходят марши, называют батальоны героями УПА. И вот это все как-то наслоилось, и это одновременно они прозрели. А поляки– это лакмусовая бумажка и индикатор. Если гиены на протяжении 4 лет не смущали вот эти все вышеозначенные пункты, то и не смущали бы дальше, если бы тенденция продолжалась в том же ключе, в котором она происходила на протяжении 4 лет. Это консолидированная позиция коллективного Запада касательно Украины как прокси-силы для войны с Россией,
параллельно с ведением подготовки к прямому столкновению с Россией на уровне стран НАТО. То, что у них в документах зафиксировано, то, о чем они говорят с высоких трибун, тот же этот Фриц Мерц маргинальный, объявивший о том, что Германия больше не будет социальным государством де-факто, потому что надо на оборону деньги тратить, потому что агрессивный агрессор снова захочет под Рейхстагом появиться на А танках. потом говорит, ой, я недоумеваю, а почему у меня рейтинг Почему такой? у меня рейтинг? Да, что могло пойти не так? Даже не знаю. Автомобильное производство, а Германия всегда была флагманом автомобилестроения и подобные продукции с высокой добавочной стоимостью закрываются, переносятся в Соединенные Штаты, ВВП падает, газ в 6 раз дороже, чем раньше, в 6 раз. Урсулочка подписала, я напомню, что они будут американский сланец покупать. А раньше они платили в 6 раз меньше за российский агрессивный, так сказать, газ, который был локомотивом их промышленности, которая сейчас закрывается. Что же могло пойти не так? Почему же рейтинг падает? Ну, извините, пожалуйста, для падения рейтинга достаточно только на эту рожу посмотреть. Ну, а если присовокупить прочие параметры, которые происходят в результате его управления и его подельников преступных, тут ничего удивительного в этом нет. Возвращаясь к вопросу именно по украинской теме, с учетом того, что сейчас у нас речь идет про оборонное ведомство, и с учетом тех сложностей, которые возникают с поставками, и с арбитражической точки зрения тоже. То есть соседи ближайшие, которые выполняют функцию хаба, начинают от этой ситуации открещиваться. Кто там остались? Наиболее упоротые еще румыны остались, да, и молдаване наиболее упоротые. Но Румыния сейчас становится главным хабом фактически. Если сейчас поляки все перекроют, у нас остается Румыния. Что происходит в Одесском порту, мы видим, да, то есть логистика по морю уже осложняется. Хотя мы прекрасно понимаем, еще в ходе зерновой сделки, когда это было, когда что-то в транспортное средство на воде попадает, и оно начинает детонировать, понятно, что там не попкорн перевозили, который начинает детонировать. То есть это немножко было не зерно, да, и это один из основных узлов снабжения ВСУ по морю. У нас, получается, остается по морю и фактически Румыния, и там немножко Молдавания. Это наиболее упоротые. Остальные начинают открещиваться. Там многослойная история. Возможно, через какие-то контакты с Кремлем американцы, ну, хотя они, им верить это себя не уважать, но, может, они как-то пытаются имплементировать хотя бы часть тех договоренностей, которые были более чем год, или когда это, год назад было, да, у нас летом, это было, не помню точную дату. 15 Это дух, августа. да, ну, практически год назад, вот. Возможно, пытаются что-то таким манером имплементировать через свою мягкую силу в виде прокси силовых структур, которые расположены на Украине. Возможно, будет какое-то оказано далее давление. А по поводу мятежа Пригожина, ну, как показывает практика, это и на российских, и на украинских, и на любых вообще реалиях, на такую движуху нужно где-то найти очень серьезное финансирование в первую очередь. Это должна быть разветвленная сеть. Плюс сброя, как говорится, да, чтобы был мятеж, нужна сброя. А у ЧВК «Вагнер» сброи было более чем достаточно. Она была обеспечена местами гораздо лучше, чем ВС РФ непосредственно. Собственно, на почве чего во многом конфликт был, это не секрет. Я военную тайну не раскрываю, это уже фактически официальные данные. Чтобы такую движуху устроить, это нужна подготовка, деньги и сброя. Но пока ни один из означенных пунктов, необходимых для мятежа подобного толка, я не вижу. Нет, Я ну не вижу, денег чтобы... много. Давайте так, сейчас... Нет, денег много по карманам рассовали себе, во-первых, те, кто на местах. И во-вторых, те, кто эту всю движуху крышует в Европе и на Западе, они в теме. Вот у них денег нормально. Но чтобы они из вот того наскирдованного решили такую движуху профинансировать, которая фактически будет выгодна Москве, ну нет. А в чем Нет, выгода это Москвы? если... Чем Нет, давайте так, слабее режим, смотрите, чем тут же... слабее режим врага, тем проще решать вопросы. Это очевидно. Тут же дело не в том, что
Тут, понимаете, какая очень... Вот если просто попытаться проанализировать, у нас же сейчас какая история? Ну, поменяли премьера, он вышел, сказал, у нас, значит, война, зима и кукуха, ну, имеется в виду менталка и психическое здоровье. Вот такие три основные позиции, с которыми мы будем бороться. Я этой кукухе, ну, это так я у себя называю, да, например, этой менталки, я, например, поражаюсь уже второй день, и прям проголосовали, переставили. То есть, ну, человек, который там бывший телохранитель, потом бизнесмен, потом то заправками, то кофе занимался, а потом распиливал украденное или отжатое, правильно сказать, у Коломойского, руководил сейчас нефтегазом. Вот он тут с такими тремя пунктами приходит и становится премьером. Все голосуют, все нормально. Упор только Министерство иностранных дел, ну и, понятное дело, самое горячее и самое жирное кресло министра обороны. Тут какая душещипательная и душераздирающая история произошла. И вот здесь, мне кажется, нужно более точечно сфокусироваться. Полина, они начинают прям крутить тему мобилизации. Причем это делает Зеленский, который говорит, нет, ну мобилизация, вы что, это надо было выполнять что-то. Понимаете? Федоров говорит, мобилизация, кто отвечает за нее? Сырский. Ну, сухопутные войска — это Сырский, интриги плетет, мобилизацию вот такую ужасную делает. Люди в шоке от того, что эта тема прям поднялась. И это тема, которая, она не отпускает. Если все раньше там закрывали глаза, но после там митингов, после удушающих приемов против женщин во Львове, против, ну и так далее, убийств этих бесконечных, избиений, похищений, ну то есть это прям всех волнует, и все вовлечены в этот процесс. Но давайте тоже будем откровенны. Федоров-то не против мобилизации. Он, возможно, как бы изначально у него план был, который он так и не мог представить, да, в том, чтобы человека условно не физически за шкирку в бус, а полностью его заблокировать, чтобы деваться было некуда, и вот он уже сам на блюдечке с голубой каемочкой. Вместе с этим это ТЦК. Понятно, какая вертикально интегрированная структура с большущим количеством денег. И, я так понимаю, Зеленский тоже, ну, в общем, в доле, в теме. Ему тоже интересно, чтобы именно вот так все происходило. Хотя он, конечно, открещивается, я ни при чем. Но именно же Зеленский на протяжении года, наверное, точно, это год где-то звучит эта тема с разной громкостью, он же пробивал вот это решение, чтобы условно перебежавший через границу не остался в Европе беженцем, не получал пособия и, в общем, ему помощи не оказывали, наоборот, еще и лучше, если бы отправляли назад. И это решение Европа принимает. Вместе с тем украинцам кормят уже второй случай. Представляете, когда мужик убежал через горы, а потом переплыл нелегально через Тису, типа бежал из этой вонючей проклятой Европы, у него там не сложилось, и он в Украину вернулся. Вот уже второй, там одного поймали пограничники, второго поймали, показывают всем, смотрите, мол, не сахар у них там в Евросоюзе, вот он лучше в Украину вернется. Над украинцами проводят реально какой-то серьезный эксперимент. Вопрос только заключается, кто действующие игроки, кто за этим стоит. Одного вы обозначили, ну, условно, там Америка, и версия о том, что почему все так быстро произошло со сменой Кабмина, и сейчас немножко споткнулись на министре обороны, он пошел прям открыто в отказ. Наверное, все-таки версия имеет право на существование, что где-то какой-то компроматик сейчас покажут правоохранители. Но а с другой стороны кто? Макрон с поцелуйчиками, Стармер уходящий. То есть мы немножко, давайте тогда обратим внимание на другую сторону, европейскую, которая почему-то открыто, официально поддерживает концлагерь Украины. Потому что этот концлагерь до тех пор, пока он существует, он истощает ресурсы России, наносит ущерб. Под легендой, что это Украина воюет с Россией, на самом деле Запад, под легендированием, что это к этому причастна Украина, выкашивает российские НПЗ, наносит ущерб экономике. И до тех пор, пока этот террористический анклав в центре Европы присутствует, а значит, наибольшим лицам это выгодно. Тем менее это становится выгодно тем, кто с Украиной непосредственно граничит.
по периметру. Там, понятно, Россия, Украина, но сейчас, так сказать, даже поляки уже сломались. То есть что-то уже явно не так пошло. Европа, ну, я это называю, как вы знаете, давно ошметки Антанты в лице Лондона и Парижа, они традиционно консолидированную позицию занимают. Вот. Другой вопрос, кто сейчас больше субъектен в этой части? С учетом того, что, наверное, у американцев влияние-то побольше будет, они и на опыте, и про хотя британцы, понятно, это в этом вообще мастера. Однако денег больше все-таки американских во все эти процессы вложено, долго все это конструировали, много сил положили, такую прокси-сетку развить. Но здесь я вижу два полюса. Три. Первый – это Россия, понятно. Россия, Беларусь, условно. Может быть, чуть-чуть, не чуть-чуть, а довольно серьезно уже и Китай, потому что там тоже позиция заявлена иная. А второй полюс – это Соединенные Штаты, которые в том числе влиянием на украинский вопрос пытаются сохранить остатки некоторой гегемонии в Европе. И третий полюс – это европейцы, которые, как мне представляется, с учетом того, что принято уже решение отказывать в пребывании в качестве беженцев военнообязанным гражданам, и женщин это уже касается, кстати, тоже. Я про это писала у себя, и вы наверняка рассказывали. То есть это касается и женщин уже. Это значит, что мобилизационный потенциал, несмотря на вот эти жесткие действия, он уменьшается с каждым днем физически. Потому что чем с каждым днем все больше невосполнимых потерь. И на украинцев, вот как вы сказали, в украинский концлагерь, чуть более чем полностью наплевать. Более того, я еще раз подчеркиваю, традиционно они нас друг от друга не отличают, и они, в отличие, там, допустим, от украинцев и многих россиян, кстати, тоже полагают, что мы действительно один народ, и они только бы и счастливы, что славяне вот такие, которые им онтологически враждебны, а Украина тоже в этот список входила как часть триединой Святой Руси, им только радость. То, что они риторически артикулируют, что Украина борется за незалежность, Россия агрессор, вот это вот все прочее, это все базар в пользу бедных, как говорится. И чем дольше мы друг друга истребляем, тем они более счастливы. И таким манером они понимают, что отодвигают тот момент, когда придется, скорее всего, по спирали исторической в очередной раз этот вот просвещенный Запад столкнется с русским медведем, а потом как-то почему-то происходит исторически, что это столкновение заканчивается в какой-нибудь западной столице. У них эта историческая боль очень сильна. И это в том числе элемент ослабления России, это противопоставление Украины, которая одна из крупнейших европейских государств, в принципе, да, если глобус посмотрим, даже то, что от нее сегодня осталось. Противопоставить, таким манером ослабить Россию, как за милое дело, им это очень нравится все. Более того, если бы прокси-образом им не удалось как нас друг другу противопоставить, и войны бы этой никакой не было, они бы себя гораздо более, так сказать, аккуратно вели, не борзели бы таким образом. Потому что когда мы вместе и не враждуем, мы для них еще больше угрозы, как они считают. А мы им угрожаем только лишь тем, что мы способны на их имперские хотелки ответить. А потом, когда приходится на это отвечать, они рассказывают, что имперские хотелки уже у нас. Хотя если бы это было так, мы бы из Парижа, а потом из Берлина бы не выходили. Это надо гордым европейцам напомнить немножко историю. Потому что здесь не про империализм дело, и как нас пытаются тоже в этом обвинить. Хотя кому будет неприятно из граждан России, которые свою страну любят, конечно, люди радуются, когда земли возвращаются в родную гавань. Но это не суть главная, так сказать,
идея. Главная идея – это обеспечение безопасности и ликвидация угрозы на наших западных фронтирах. А с учетом того, что происходит сейчас и вокруг Беларуси, вокруг нашего эксклава Калининградской губернии, конечно, угрозы нарастают. А Украина – это замечательная, к сожалению, но точно подобранная точка напряженности, которую они взращивали долго. И они, как акторы этого процесса, как кукловоды, они продолжают этим пользоваться. И прокси-образом наносить ущерб России. У них заявленная цель, она менялась, стратегическое поражение России с последующим расчленением, приватизацией Западом наших ресурсов, которые не безграничные, но гигантские, в том числе. Поэтому здесь как бы все понятно. Просто Украина разменная монета, к сожалению, на Украине это не очень понимают. Потому что они полагают, что людям же рассказывают, вот незалежность. А если бы была незалежность подлинная, не пришлось бы ездить, клянчить гроші, зброю і підтримку. Потому что те, кто незалежні, они незалежні во всем. И в зброї, и в грошах, и в підтримке не нуждаются. Здесь почему-то требуется полное коллективное западное участие для борьбы с Россией. Но это даже по базовым параметрам это на незалежность совершенно не похоже. Это обратная сторона, это полная залежность, наоборот. Вот в чем дело. Ну, тут вопрос, понимаете, какой? Запад этим пользуется замечательным образом. Это и на Россию, кстати, такое влияние оказывает. Но западное влияние тоже очень сильное. У нас тоже сейчас, знаете, борьба, что суть национальные интересы и что суть бизнес, и где есть точки соприкосновения, в том числе в стратегических отраслях, и чем можно поступиться, а чем нет. У нас тоже с Западом очень много отраслей завязано. Люди, которые эти отрасли курируют, не хотят лишаться тех бенефитов, которые они получали последние 30 лет. Западное влияние очень сильно, вот его не надо недооценивать. Это не только видно по тому, как действует государства, которые неподалеку от нас физически находятся, это озлобленные натовские и не очень ошметки. Это же системная проблема. И Смотрите, тут вопрос... американцы никакие не посредники, еще раз повторю, все это туфта полная, это полноценная сторона конфликта, как один из гегемонов или даже гегемон на коллективном Западе. То, что они сейчас там ходят рассказывать про миротворческие потуги, это все полная ерунда. Хорошо, тогда как разрешить этот вопрос? Ну вот смотрите, сейчас, я так понимаю, что это в плане 40-дневном Зеленского, который никто не отменял, нам приходят новости следующие. Вчера ночью внезапно перекрыли Крымский мост. Ну, перекрыли и перекрыли. Что там, непонятно. На утро сообщили, что, в общем-то, грузовики, так сказать, была попытка диверсии, то есть подрыва Крымского моста. Да? Это сообщила силовая служба ФСБ Российской Федерации. Также вчера, ну там про Крым это отдельная история, то есть бьют Севастопольская ТЭЦ, Керчь без света, это все восстанавливается, ну бьется, восстанавливается, там на аэродроме попали в Су, 34-й сейчас показали видео, то есть мы понимаем, что вот на фоне вот этого всего жабокадюкинга вверху все не просто продолжается, все набирает обороты. Даже убили, заявил глава Росатома, главного инженера. Главного инженера Запорожской атомной электростанции, которая там на край, ну, это там большая же станция, все-таки территория, подъехал куда-то на край. Энергодар. Его дроном, так сказать, у промки, в общем-то, и водитель погиб, и он. То есть то есть машина Toyota Camry, это для тех мест, чтобы все просто понимали. Все понимали, что это чья-то машина. Ну, то есть тут понятно, что это идет такой набор порезов. Плюс, конечно, вот эта история, причем за буйством политических, самых разных новостей и самых разных заявлений вокруг российско-украинской войны, разных поражений, бомбежек,
раз, и как-то все забыли о том, что там и Киев Стоунер помогал в подполье, да, так Ой, сказать. это очень То интересная есть такая тема. какая-то, знаете, какая-то прям вот наслоение каких-то этих событий. И тут мы видим, ну она же как, не принято же говорить, а вот смотрите, Россия предотвратила вот это и вот это, потому что, ну, предотвратила, а можно сказать, что этого и не было, а можно сказать, да, это все ерунда, туфта. Но если ты сложишь это в какую-то картину, то получается действительно вот этот план Зеленского. Что вы думаете на этот счет? Ну, 40 дней-то они же отщелкнут когда-то. И под что эти 40 дней? Ну, не знаю, мне кажется, его покусал Трамп, и он заразился этой идеей. 24 часа, 40 дней, 140 дней и так далее. Это фактически анонсированная серия терактов, преступлений. Это не план Зеленского, это план британского кабинета министров. Воспринимать это нужно ровно таким образом. Зачем это анонсировано? Ну, наверное, для поднятия морального духа среди поклонников Зеленского, которые все-таки сохраняются. Не знаю, как в ВСУ, но среди населения, особенно, кстати, что характерно, уехавшего населения, чем дальше от Украины, тем больше патриот, как мы знаем. Это видно и по Твиттеру, и по Фейсбуку, и по прочим социальным сетям. Поднять свой политический вес каким-то образом. Плюс надо же как-то перед своими хозяевами отчитываться. Идет финансирование, обучение, да, обмен опытом, как они это называют, обмен опытом. Это не обмен опытом, это прямое участие на самом деле, а называют обменом опытом. Это фактически анонсированная история. Плюс, как мне представляется, идет ситуация с прицелом на расшатывание России изнутри. У нас скоро электоральный цикл новый, я напомню, у нас выборы. Понятное дело, что ситуация с топливом, которую нельзя игнорировать, имеет место проблемы. Проблема системная и серьезная уже в очень многих регионах. Уже докатывается до Дальнего Востока этот вопрос с топливом. Плюс, если сюда присовокупить другие действия террористического характера, которые нацелены на нас, это попытка расшатать лодку изнутри и посеять недовольство к действующей российской власти, особенно перед выборами очень удобно. Вот что они пытаются сделать, отсюда вот этот анонс. Это больше публичная история. Как совершали западники при участии либо под легендированием ВСУ теракты и преступления, так и совершают. Как планировали, так и планируют. Большая часть, слава богу, предотвращается. Большая часть. Надеюсь, так будет и дальше. Желательно, чтобы все было, чтобы все удалось предотвратить. Ну, Поэтому вы серьезно? по факту, Вы серьезно по думаете, факту, что Киев Стоунер да, пруфы же есть. Смотрите, организовывал все? э, смотрите, Саш, то, что он в этом принимал участие, ну, что нашим чекистам больше нечего делать, кроме как этого кадра в чем-то обвинять просто так. Ну, делать, что ли, нечего? Ну, тогда можно, не знаю, я бы поняла, если бы они кого-то, не знаю, какого-нибудь Вакарчука или кого-то более такого захидно-маргинального исполнителя или какого-нибудь понауехавшего в этом обвинили. И то просто так зачем это делать? Плюс на основании тех данных, которые там у меня есть, да, причастность была. Причастность была, и делалось это... Ну, у меня две версии. То, что это было, у меня сомнений ноль. Можно порассуждать, зачем. Версия первая. Но она слабая, как мне представляется, но тем не меньше. С учетом того, что у данного Альберта, его Альберт зовут, если мне память не изменяет, не слишком добрые и позитивные взаимоотношения с действующей украинской властью, возможно, это была попытка элемент какой-то реабилитации. Либо взяли просто за глотку, потому что до Словакии, как известно, доехать не проблема, где он обитает на своем этом белом Гелендвагене.
Это первый момент. Второй момент, который мне кажется ближе к действительности, это была идейная акция, возможно, с какими-то последующими обещанными бенефитами. То, что данный фигурант чуть более чем всю свою известность, деньги, славу, связи, протекции и прочее приобрел благодаря России, это факт. Он терся по российским передачам, был на нашем зомбоящике, принимал участие в различных шоу, сам рассказывал в интервью, как он за нифиг делать, ну, там, могу ошибиться в цифрах, но там порядок такой, что он за один день просто за какую-то левую съемку, его кто-то на улице встретил в Москве, он бабах и 1 000 000 рублей, просто вот так вот, как нифиг делать. И напомню, кстати, что он рассказывал, что накануне, перед началом СВО, он пытался попасть в Россию, у него это не получилось, не по его вине, то есть он прям стремился, хотел. И неизвестно, как бы все сложилось, если бы ему как раз накануне начала СВО удалось бы попасть в Россию, возможно, там другой бы был набор действий. Ну, чел крайне много подвязок в России имеет, и все-таки я склоняюсь к тому, что эта акция была идейная, он этим занимался, очевидно, не предполагая, что для него это может закончиться чем-то недобрым, потому что он как бы хрен знает, где находится, да, извините за выражение, имеет полный набор украинский паспорт, американский паспорт, по которому он украинский рейх покинул, кстати, в качестве аргумента, что я не только украинский гражданин, я еще американский гражданин, и хоба, и свинтил из Украины. Именно благодаря американскому паспорту. И плюс имеет ВНЖ в Словакии. Ну, кто такого кадра выдаст? Поэтому он считает, что у него все хорошо. И делать больше нечего нашим чекистам безосновательно цепляться к какому-то там исполнителю довольно нишевого порядка. Ну а зачем? Я не сомневаюсь, что имел он причастность. Сейчас поимели очень многие люди проблемы, которые с ним публично в том числе взаимодействовали. Вот. Поэтому посмотрим. Но я уверена, что таким образом ФСБ прикалываться. Ну зачем? Тем более пруфы выложены. Сам Альбертик не отрицал, насколько я понимаю. Просто сидит, смеется, говорит, чилю, играю в доту. Или как он там, другими выражениями обсценными. Ну, как-то с этого смеялся. Ну, если бы... Хорошо, что предотвратили. Если бы не предотвратили, было бы не смешно. Но теперь Альбертик, чтобы он понимал, он является законной целью. Потому что террористов– это практика многих государств. Вне зависимости от места пребывания их иногда может настичь какой-нибудь ледоруб. И это исторический факт. Этим занимаются крупнейшие разведки государств. Слов Не много, думаю, понимаете, со стороны России. Ну вот знаете, давайте так. Вот эта безнаказанность, она же исходит, она же как вот облучает из центрального источника, имеется в виду самый верх там украинской власти, и вот идет дальше, да, ко всем. Ну, и получается, как бы на всех распространяется. Ну, вот опять-таки, мы сейчас видели, что со стороны России. Ну, вот эти анонс ударов. Удары по столице есть. Прилетает на склады, сбивается что-то, что-то не сбивается, а большинство не сбивается. ПВО нет, но идут удары. Тактика внутри Украины– это тактика тотального замалчивания. Все молчат. Кто, что, куда. Сегодня, кстати, ну, опять, есть вещи, которые ты можешь замолчать в публичном поле, но как бы нужно что-то делать. И вот сегодня взяли все-таки и сделали. СБУ задержали 2 каких-то руководителей предприятия Укроборонпрома, а главу Укроборонпрома, в общем-то, уволили за ситуацию со складами, которые незаконно в ангарах возле жилых домов размещались в Вишневом. Ну и все вроде как, смотрите, глава Укроборонпрома поменяли его, этих каких-то нашли 2 этих, как ЦАП Відбувайло, да, козлов отпущения. Нашли их, им впаяют сроки, может откупятся, может не откупятся, может о них забудут, вообще не пойми, кто это. Но это действительно был определенный
ну, определенное дело чести. Когда нам рассказывали, что погибло 7 человек, а снесло 3 улицы, а в каждом из этих частных домов, причем в подвалы, там выжигалось же до подвалов, до всего. То есть там люди, даже если не спрятались у себя в каком-то погребе, они все равно, в общем-то, погибшие. А всем как бы вот это вот лепят Горбатова, да, лохматят бабушку, говорят, вот 7 человек, 3 улицы, Вишневым, пригород Киева. Поэтому нужно было что-то делать. И но вот такой угрозы, да, угрозы какой-то точечной работы нет. Нет, до сих пор находятся люди, которые говорят, что выгодно, выгодно, чтобы там Зеленский был у власти. Вот смотрите, что он делает. Выгодно. Даже более того, вот по ситуации с Федоровым выходят там отдельно и говорят, вот Дмитриев тоже об этом перепост делает. Вот, уволили там технократа. Так это тот самый Федоров, который 50 тысяч русских поставил коэффициент полезного действия своего министерства. А сейчас все вот это, пытаясь, я так понимаю, включиться в этот процесс, пытаются пристроиться информационно. Странно все это как-то выглядит. А вы про ледорубы рассказываете, Полина. Смотрите, а, здесь надо разделять, я уже об этом говорила, практическую пользу и символическую пользу. С практической точки зрения, имея в виду реалии на Земле, больше пользы приносит работа по военным штабам, складам, производствам. Иногда туда интересные гости заезжают, потом хоронят в закрытом гробу, как мы знаем. Ну, побочный эффект. Приятный, но не система. А совсем другое, то, чего ждут люди давно, и, признаться, я в их числе, это символическая точечная работа, может быть, не по ключевым административным зданиям, но все-таки жалко. Это не вот эти зеленые гопники строили, это еще нормальные люди строили, там, правительственный квартал разрушать, да, с одной стороны. А с другой стороны, тут даже не здание как символизм, да, до известной степени, а тут работа по персоналиям символическая, то есть выкашивание высшего военно-политического руководства, чего ожидают давно, и ответ на вопрос, почему до сих пор этого не происходит, возникает все чаще. И у меня в том числе. У меня на это ответа нет. Я не знаю. Хотела бы я что-то подобное увидеть? Разумеется, да. Конечно, хотела бы. Но это больше как символический жест, я повторюсь, который весьма желателен как бы, да, для многих. Это для меня в том числе. Но это больше символический жест, потому что центры принятия решений подлинные находятся не на территории так называемой Украины. Еще раз повторяю, подлинные центры принятия решений от А до Я находятся на коллективном Западе, в крупнейших европейских столицах и еще в Америке, в Северной. Вот. Там находится центр принятия решений. Пентагон и европейские фигуранты. Франция, что там еще у нас? Британия, еще крупнейшие страны Евросоюза, плюс то, что граничит с нами, вот это озлобленные натовские филиалы, вот эти Прибалтика, вот это прокси-сеть разветвленная. Вот где центры принятия решений. А это будет символический жест. Да. Дойдем ли мы до такого символического жеста? Не знаю. Но мне кажется, вот талантливая была бы история противникам Зеленского. Вот что надо сделать, если вы хотите его быстро убрать. Ну, с поста как минимум. Надо нарыть на него такую фактуру, которая будет полностью доказывать, и никакой карты не перебьешь, что Зельбоба агент Кремля. Вот все же рассказывают, что Кремлю это выгодно, да, якобы. Хотя я так не думаю. Но с символической точки зрения, пропагандистской, можно было бы такую акцию устроить. Напомнить, вот у вас некоторые гости даже справедливо замечают, что данный кадр не имел права баллотироваться, даже на пост президента были соответствующие документы сфальсифицированы, и не просто так, а потому что проживал данный наркозависимый человек в городе Москве, как минимум на протяжении 8 лет на постоянной основе. И много чего еще можно найти, доказывающего непосредственно, ну, как бы, это, конечно, бред все, но для зрителей телемарафона пойдет.
То есть сделать его настолько токсичным, причем ассоциировать с коррупцией, это все, знаете, к этому привыкли. Вот нужна какая-нибудь бимба такая лютая, чтобы вышла какая-нибудь прям супер отъявленная кастрюля, насобирала бы фактажа, как-то это обработать информационно и обвинить Зельбову, что он агент Кремля. Вот это идеальная ситуация для того, чтобы его сместить. Ничего другого не поможет. Если не точечно выкашивать, это я так, дарю идею. Зелебоба с оппонентом должно помочь. Так, Вот это будет каким конструктив. оппонентом? Ну, вот так вот, если разобраться. С Ну, оппонентами, хотя со да, да, всеми? не там, да, кто на подвале сидит, кто в СИЗО, кто за кордоном, а кто на кладбище, я согласна. Ну, то Ну, есть... тем не меньше. Нет, знаете, Причем, знаете, пока вот эта мне вся так, история финансируется, оно будет, к сожалению, мне так дальше интересно, работать. вышли же вот эти картонки сегодня. Тоже там разные были Классные. кадры. Кто-то кто-то с кастрюлей на голове, ну, вспоминал Ой, это былое. очень... Я видела фотки, они прекрасные. Это супер. То есть С понятно, кастрюлей что вообще хорошо. они вышли за Федорова. Вообще, конечно, сейчас тоже такая интересная ситуация. Парламент утвердил Кабмин, но кроме главы СБУ, министра иностранных дел и, соответственно, министра обороны. Но протест очень технологичен. В каком плане? Если раньше НАБУ, что за НАБУ, там, а какое тебе дело до НАБУ, то сейчас есть персоналия. Эта персоналия публично сопротивляется. Парламент ушел до 18 августа вроде как. В отпуску. Но не могут, конечно, Мгм. собраться и вне, но тем не менее ушел. И получается, Федоров как бы остается. То есть вот это шоу, которое нам устроили, это же классно, это вскрылись все, понимаете? Все подлинные оппоненты, или там не оппоненты Зеленского, все показали, кто есть кто с кем, кто как. Это, конечно, если это срежиссированная история, то это просто потрясающая игра. Стоит, значит, Зеленский и говорит, ну, люди вышли, это же хорошо. Мы даже во время войны, вот они, демократия у нас даже во время войны могут выходить и протестовать. Ну, вышли люди, там пару дней назад попротестовали, что 30 гривен теперь проезд. Был 8, стал 30. Ну, так, для сравнения, в Киеве. Ну, ничего страшного. Да, да, тяжело, покупают проездные, плюются. Ну попротестовали. Ну, сейчас тоже вышли, попротестовали, у нас демократия. Это говорит Зеленский, который так борется за демократию, что выборы, говорит, в России, а не в Украине. Помни, чужинец, выборы в России, а не в Украине, понимаете? А у нас выборов не будет. Тут же, понимаете, какой момент? Вот даже Трамп, тот, который как бы уже на стороне Зеленского какое-то время, все настолько как-то на тоненькую. Вот он общался с журналистом, у него спрашивают, так а что по договоренностям? Закончится до конца вашей каденции война в Украине? То есть было за один день, а получилось за один день до конца, наверное, каденции в 28 году. Или даже в 29-м, там инаугурация в 29-м. Ну, он говорит, закончится. Но опять-таки Путин, что Путин хочет закончить войну. А кто не хочет закончить войну, он не говорит. Ну и так, в принципе, из разговора понятно. Но получается, что Трампа все устраивает. Трампу просто не до Украины сейчас, как вы думаете? Мне кажется, Трампу только до себя и своего обеспечения, и до ситуации, которые подпитывают его ЧСВ запредельная, нарциссическая натура такая. Я так думаю. Плюс он сейчас занимается мундиалем. Меня это особо как-то не особо я слежу, хотя все вчера рады. Ой, кстати, столько стран в мире вчера болели за Аргентину. Наверное, это показатель, что с Англией что-то не так. Наверное, показатель. Потому что все болели за Аргентину, ну, кроме Англии. Ну, так я смотрю просто в тенденцию. Но это ладно, отдельно тема. Он занимается мундиалем, бьют все рекорды по просмотрам, по посещаемости. Нам надо быть объективными. Действительно, чемпионат очень успешный. Тоже Трамп себе в копилку. Это большое событие. Это во-первых. Во-вторых, у них там с Ираном терки. Мне кажется, его Иран гораздо больше интересует, потому что если американцы прокси-образом в наш конфликт вписались, да, не напрямую, то в случае с конфликтом на Ближнем Востоке американцы собственноручно от своего имени в этот блудняк вписались. И здесь принципиально иной уровень ответственности.
Заявлено было очень много чего. А, Из этого получилось примерно вообще ничего, ну, если брать достижения Трампа, как он это пытается представить. И очень смешно, когда заявляется, что он хочет брать плату за Армузский пролив 20% за проход судов, а потом он почему-то передумал. Ну, как бы хорошо сначала заявить свою претензию на то, что тебе никогда не принадлежало и принадлежать не будет, потом передумать и сказать, что типа мне самому не надо. Я вообще тогда написала текст на Медне на эту тему, что Иран должен был выйти спикером КСИР и заявить, что, в принципе, они готовы рассмотреть желание Соединенных Штатов взимать плату за проход в Ормузском проливе 20%, но при этом Иран претендует за проход судов по Панамскому каналу, Гибралтарскому проливу, например. Ну, те вещи, которые американцами контролируются, тоже запросить по 20%. Вот весело было бы. Значит, ну, не успел КСИР выйти с таким предложением, Трамп передумал, сказал, не хочу. Теперь не хочет. Не знаю почему. В общем, Трампа интересует собственное обогащение, первое. Второе, все, что питает его нарциссическое ЧСВ непомерно. И плюс его интересует ситуация с Ираном. Как мне кажется, он никогда об этом не скажет, но весьма пожалел, наверное, что уже в эту движуху ввязался. Она уже год длится, я хочу напомнить. Представляете, уже год, да? Казалось бы, только вчера началось, а тут уже год прошел. Потому что вся эта движуха началась год назад, летом, с Ираном, вот это противостояние. Именно непосредственно американское с Ираном. В итоге повыкашивали верхушку, а верхушка еще более озлобленная пришла, молодая, бойкая и бескомпромиссная. Те как-то еще по старой памяти еще какие-то договоренности считали, что они могут быть. Эти считают, что никаких договоренностей быть не может. Иран таким манером усиливается. То есть, вежливо говоря, перед выборами, кстати, в Америке тоже будут выборы скоро, довольно важные промежуточные. То есть у нас в этом году электоральные циклы совпадают. Скоро будут выборы, и перед выборами предъявить что-то значимое своему избирателю, позитивное, у Трампа не очень чтобы получается. Но он в любом случае не сможет на третий срок пойти, хотя он бы хотел и неоднократно это заявлял, но это вряд ли у него получится, тем не меньше, потому что это его вторая каденция. Но каким-то более приятным образом он бы хотел, конечно, запомниться, но получается ровно наоборот. Ну, что, И монетку начеканили, $1 золотой. Помните, ему был должно... такой царский рубль золотой, а сейчас он царский доллар золотой. Ну, Трамп любит золото, дорого-богато, как говорится. Посмотрите, во что он свою резиденцию превратил изнутри. Масштабнейший был ремонт, мое почтение. То есть там полностью отражает все черты его характера, особенности. Любовь к роскоши. Все, вот что его интересует. Мне кажется, мне порой, знаете, кажется, что он не руководствуется. Может быть, он где-то на подкорке думал, что «Make America Great Again», ну, действительно, сделаем Америку снова великой, было бы неплохо, так сказать, и чтобы он вошел в историю как человек, который триумфальным образом «Made America Great Again», да, снова great. Но ему главное, чтобы great был он. У него все есть, деньги есть, красивая жена, куча связей, бизнес. Он же себе еще в актив записал, что он президентом был. А за результат, ну, у него, он так руководствуется, как мне кажется, так интерпретирует события, что главное, это не то, что по факту происходит, а главное то, как он это интерпретирует. И даже если он зраду считает парамохой, а это, очевидно, зрада, да, по всем параметрам, ну, ему это важно. Главное, что он у себя в Truth Social написал, что у него все идет наилучшим образом, все блестяще, прекрасно, замечательно. Блестит все так же хорошо, как в его кабинете. Все переговоры, все коммуникации, все его акции, все замечательно. Ну, пока что действительно неплохо проходит чемпионат мира. А вот на других, ну, тут мы должны быть объективны, да, по всем параметрам. Там успешный турнир, успешный. А в остальном, ну, не знаю.
Мне кажется, он просто, знаете, вот так вот щелкнет, живет одним днем. Что ему сегодня захотелось, то и надо. А его окружение, которое более стратегически мыслящее, как мне представляется, особенно истребиное окружение, оно свои интересы преследует, пользуется импульсивностью и даже в некоторой степени, наверное, наивностью своего начальника и мутит свои дела. Тоже обогащается, и реализует планы, которые реализовать было невозможно при маразматике Байдене, потому что там нянечки более бдительные были у него и более системно действовали. Вот и вся история. Ничего такого я не вижу глобально нового здесь. А, В общем, по поводу ситуации, в которую попал Трамп, там Рейтерс пишет сегодня, что хуситам передали привет иранцы, говорят, Баб-эль-Мандебский пролив закрывайте, вот, если опять будут бить по, ну, там, по Ирану, по электростанциям, то есть уничтожать Иран, и будет тогда вообще весело. То есть еще плюс 7% заблокировано энергетики как бы для прохода. И что делать с тем кризисом, тут тоже непонятно. А, И вот это влияние, понимаете, Трампа на эти процессы, опять он сделал только хуже, понимаете. Вот Зеленский а, Смотря кому. Иран он сделал только лучше. тем, что бомбит Иран, Нет, тем, что он развязал Ирану руки, и Иран начал реализовывать те стратегии, которые он вынашивал более чем 30 лет последних. Они прямо об этом говорят. Ну, это издержки. говорят, что, ну вот я же помню этот нарратив, плохая память, это плохо, что сейчас вот американцы разберутся с Ираном и потом закончат войну России и Украины. Ну так а где? То есть там вообще непонятно, сколько продлится. Соответственно, здесь тоже. Ну, просто называют по России и Украине, что да вот это еще там года на 3, а другие говорят, да это Ну, они там готовятся лет на 10 воевать. То есть, а другие говорят, нормально, там в 30-м году, условном, да, условно 30-м, 33-м, там будет мировая война, все будет хорошо. То есть куда, все куда уж лучше. ну, все как бы, понимаете, все как-то так вот настроены вот на долгий какой-то забег, понимаете, очень Да, долгий. да, так и есть, так и есть. Знаете, мне кажется, стороны еще до конца не поняли свой потенциал, не до конца просчитали. Я вот сейчас к чему. Война за последние 4 года, 4,5. Война не только наша, локальная, а война как фактор и как процесс сильно трансформировалась и поменялась. Если в начале 22 года это тяжелая артиллерия, это бронированная техника, авиация, то сейчас в основном это беспилотники. То есть это колоссальная ситуация изменилась колоссально. Это во-первых. И поэтому стороны пока еще не до конца могут, ну, те же европейские маргиналы, они поэтому сейчас ударными темпами беспилотники и начали клепать. Если говорить о том, что они это делают ради того, чтобы помочь так называемой Украине, нет, это они делают для себя. Они делают задел на будущее. Они смотрят, как у нас происходит здесь ситуация, и поскольку они готовятся к войне с Россией, прямо об этом говорят, они наращивают свои мощности. Это с одной стороны. С другой стороны, если касаться конфликта на Ближнем Востоке, ну, хуситы этот товарищ с гиперзвуком, как известно, их хуситская инженерная мысль давно большим прогрессом отметилась, что ребята из песка и палок смогли соорудить гиперзвук и прочее интересное оружие. То есть у них наличествует арсенал, и с учетом их акций в Красном море, в том числе, которые были неоднократно, они демонстрировали свою способность препятствовать судоходству, так аккуратно скажем. И то, что официально заявлено, что Йемен он союзник Ирана, я напомню, что они официально заявили себя союзником Ирана в этом противостоянии, но это такая неплохая карта у Ирана.
То, что начал Трамп, я предполагаю, что это может не закончиться и после его каденции, что это может продолжаться и тянуться еще не одну и не две следующие американские каденции. Но это зависит еще от того, как Иран будет, конечно, действовать, и зависит от того, как американская верхушка будет далее поддерживать сионистский режим. И что будет с этим режимом в принципе? Будет ли как-то Израиль трансформироваться, вот это ЧВК американское на Ближнем Востоке? А когда они говорят о том, что закончат войну на Украине, американцы, вот здесь я подчеркиваю, они палятся, сами выдают все данные, как есть на самом деле. Потому что кто может завершить войну? Стороны конфликта завершают войну, правильно? Ну, мне кажется, что Правильно. сейчас завершить войну Если, может только Путин, смотрите, понимаете? смотрите, нет, 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 ни в коем случае. Я Или сейчас объясню, уступив, почему. или включившись, А вы воюя думаете, по-другому. понимаете, в Ну, чем дело? Война бы началась в любом случае, к сожалению, даже если бы не началась СВО. Вот в чем дело. И если завершится СВО, это не значит, что война закончится. Она продолжится и распространится на территорию России. Поэтому нет. Если брать конкретно СВО, да, наше начальство может выйти и заявить о том, что СВО, значит, там цели какие-то достигнуты, там перечислить параметры каких-то успехов. СВО, как локально вот эти боевые действия, не может и закончиться с нашей стороны. Но со стороны Запада и вот этой коллективной шоблы ничего не закончится. Ничего, тем более они наращивают свой потенциал, они вкладывают деньги в технологии, в производство, они регулярно этим занимаются, адаптируют законодательство свое европейское. Европейский Союз уже перестал быть политико-экономическим образованием, становится полноценным военным образованием. Это все эскалация идет. И никаких иллюзий нет по данному поводу. Если сейчас российское руководство завершит боевые действия на территории Украины, подчеркиваю, война, будучи глобальным в нашем случае организмом, она не завершится. Она просто будет перенесена далее на территорию Российской Федерации, и вся западная мощь, которая сдерживалась тем, что они вынуждены как-то свои мощности перенаправлять на Украину, как на прокси-силу, Украина в настоящем случае уже перестанет быть таким препятствием затратным, так сказать. И там будет что-то полигон, как перевалочная какая-то зона, которую будут использовать под базы и логистику. Они уже будут напрямую с нами воевать, а не через Украину. И что для них гораздо будет выгоднее, потому что им не нужно будет тратиться на эту прокси-силу и делать вид, как будто это какая-то субъектная единица. Нет, Саш, здесь я с вами совершенно не согласна. Таким манером война не закончится. Потому что война – это гораздо более широкое понятие. Во многом она пока прокси-образом ведется, но уже на земле. А это будет масштабироваться, странная эта история ситуация. сегодня произошла. Сообщили, что выпилили из Гугла Google Play Мгм. на андроиде целую вереницу. Целая, ну, в общем, там куча и ВКонтакте, и Макс этот, и все на свете. То есть там и там, Мгм. там есть еще там целые, ну, другие приложения. Короче, все вот эти российские, как бы их выпилили. Соответственно, ты уже Да, как бы не скачаешь, не установишь. А, да. ну, то есть, ладно, там Apple, да, Apple это же телефон, и там это ну, враги, да, враги, вражины, а Сейчас мы Google это чего с разберем. Android? Сейчас мы это разберем. Смотрите, я уже устала на эту тему ругаться с людьми, которые являются амбассадорами телефонов на базе андроида. Я уже устала объяснять, что а, менять одну американскую утилиту на другую американскую утилиту и рассказывать, что это патриотизм во имя России, это бред сивой кобылы, еще и вредный. Google – это такая же американская контора, как Apple. Просто у Google была другая экосистема, инфраструктура, которая позволяла, во-первых, там открытый код, но это программисты лучше объяснят, в общих чертах.
который позволял ставить сторонние приложения в обход официального магазина, скачать, условно говоря, программу файл, как на Flume. Вот на Яблоке, допустим, можно это делать на макбуках, а на iPhone и на iPad нельзя. Ну, это сложная схема. На Гугле, на Android это можно было делать на всех устройствах. Сейчас начали с того, что выпилили из Google Play, из официального магазина, там, БК, сейчас тут большой список Мах, ВКонтакте, почта, Mail.ru, облако Mail.ru, Дзен. Дзен — это, кстати, Яндекс, что интересно, между прочим. Яндекс пока не выпилили, там Одноклассники, кучу всяких ВК, Юла и Маруся. Маруся — это умная колоночка, нейросетка Mail.ru-шная, по типу Яндекс Алиса. Это сейчас выпилили из официального магазина. С 27 года Google меняет политику верификации, то есть Android, который не позволит несертифицированным авторам загружать что-либо, не одобренным, точнее, авторам, если просто говорить, загружать приложение в магазин Google Play, а сторонние приложения устанавливаться не будут. То есть получается то же самое, что мы имеем на Яблоке, что мы можем что-либо туда закинуть только из App Store. То же самое с Google, то есть с Android. Поэтому вот эта история про то, что есть лазейки, АПК типа скачать самим, Рустор работает, выпилят Рустор, выпилят все сторонние приложения и просто не будут устанавливаться, друзья. Поэтому те, кто рассказывает, что переход на Android — это патриотично и прекрасно, а мне там писали многие, что перейди на Android, все работает. А теперь и не работает уже отчасти, а скоро не будет работать вообще. Так А может все потому, что... проблема в том, что в основном это как бы не частный там бизнес, эти приложения, а в государственном участии Сейчас, в этих приложениях. смотрите, вот интересная тема, кстати. Вот эти все наши конторы, тот же Скрепный Мах наш, кстати, подписывайтесь. Ваш покорный слуга там есть, несмотря на все трудности. И наш Скрепный Мах, и ВК, все имели юрлица в офшорных государствах. Многие говорили, что вот это не патриотично, плохо и т.д. Так это делалось не только для того, чтобы бизнес вести наилучшим образом, наиболее выгодно, а как раз для того, чтобы обойти вот эти санкционные темы. Потому что если юрлицо зарегистрировано, так сказать, с чем-то аффилированным с Россией, гораздо проще ввести санкции и выпилить. А эти господа, они могут быть 30 раз русофобами, но они руководствуются санкционным законодательством в первую очередь Соединенных Штатов, потому что я напомню, что Google, что Apple — это американские конторы. Все. Сейчас руки дотянулись, они нашли инструменты, вот они и заблокировали. Кстати, я удивлена, что это сделали только на 5-й год СВО. Что в этой связи можно еще сказать? Подлинно мы в этом случае, я не вижу, что мы могли бы с этим сделать. Потому что своей инфраструктуры у нас нет, своих смартфонов у нас нет. Есть там какие-то крайне сырые проекты типа «Авроры», о котором я сама не особо слышала, но о степени их распространенности можно посудить, потому что о них практически никто не знает, кроме людей, которые этим занимались и получали за это бюджетное финансирование. Но, как мы видим, не очень, чтобы очень это все получилось. Если бы занялись бы этим раньше и более ответственно к этой ситуации бы подошли, можно было бы попробовать сделать что-то наподобие того, как сделал это Китай. А Китай очень хитро поступил. Они, во-первых, это делали с 2003 года прицельно, то есть они работали над этим ни много ни мало 26 лет, вот прям прицельно, с созданием своей инфраструктуры. Дело в том, что в Китае, который по документам Соединенных Штатов, я подчеркиваю, самая большая угроза. Помните, да, стратегия национальной безопасности, что Российскую Федерацию выпилили из числа наиболее агрессивных угроз, а на первом месте там Китай, да? Вот этот Китай так вышло, что производит 90% устройств мобильных в мире. А все эти устройства, процентов так на 87 приблизительно, это Android либо Apple. И все это производится в Китае. Даже если не конечная сборка, условно говоря, в Китае, хотя и она тоже в Китае, чипы, экраны, комплектующие производятся в Азии. Либо в Китае, либо в странах, аффилированных с Китаем, непосредственно там недалеко азиатских. Соответственно, когда у тебя сосредоточены, это первый пункт, все производственные мощности основные,
Ты не можешь взять и обрубить сук, на котором ты сидишь. Трамп мог кричать, хорохориться об этом, говорил, что вот Apple будет переводить. Посчитали уже, что для того, чтобы перевести хотя бы 10% производства Apple на территорию Соединенных Штатов, понадобится не менее 3 лет и десятки миллиардов долларов. Я уже точно цифру не вспомню, десятки миллиардов долларов. Это 10%. И при таком раскладе самый простой iPhone будет стоить 3500 долларов. Его просто никто не купит. Невыгодно. Поэтому второй пункт. С учетом того, что китайский рынок огромный, и в Китае сосредоточены производственные мощности, Китай еще ввел с 2023 года очень жесткое законодательство по верификации устанавливаемого софта. И без одобрения начальства Китая ни Apple, ни Google не имеют права не то что свои приложения обновлять, они даже не имеют права их устанавливать. В противном случае идет блокировка полностью работы. И когда это было заявлено китайской стороной в 2023 году, то есть 3 года назад, Apple пошла на уступки с предустановкой китайского софта, с разрешением, запретами установки других приложений. То же самое с Google. И они еще Китай за пошлины, там какая-то пошлина на оплату внутренних покупок, по-моему, 20%, уже с этим начинают разбираться. То есть Китай поставил условие, что процессами работы вот в их регионе американских контор, процессами работы. Процесс работы контролируется Пекином, а не Вашингтоном. Потому что гигантский рынок и производственные мощности. Вот, две вещи. Поэтому никакой Apple и никакой Google не могут взять и выпилить какое-нибудь китайское приложение. Они просто зависят физически. У нас все ровно наоборот. Мы строили свой цифровой суверенитет на чужой поляне, которую мы не контролируем. Это, условно говоря, прийти и сделать ремонт в квартире, которая тебе не принадлежит. А потом тебя берут оттуда, выселяют, а ты возмущаешься, как же я здесь ремонт сделал. Так она не твоя. За свои деньги купили обои, мебель поставили. Так не наша жилплощадь. И что мы с этим сделаем? То же самое у нас сейчас происходит с аффилированными с государством приложениями и сервисами российскими. Когда мы цифровой суверенитет строим на базе американских, подчеркиваю, экзистенциально вражеских площадок, которые контролируются нашими экзистенциальными врагами, стоит ли удивляться, что вражина пользуется тем, что он хозяин дома и выкидывает оттуда все, что посчитает нужным? Мне кажется, не стоит этому удивляться. И дальше будет только хуже. Что с этим делать, я не очень понимаю, потому что мы очень много времени упустили. Вместо того, чтобы, как мне представляется, несколько неосмотрительно вкидывать гигантские бюджеты в то, чтобы отменять иностранное Роскомнадзор, сколько денег на это потратил, на блокировки, не весьма успешные, кстати. И для того, чтобы как в черную дыру попытаться вложиться в отечественный софт, который в итоге не работает. То есть мы вкладываемся туда, что мы не контролируем. Вы понимаете, это масштаб дебилизма. У нас нет таких рычагов воздействия на эти транснациональные корпорации, как у Китая. И не имея вот этих рычагов, вкладываются деньги не в то, чтобы эти рычаги получить. Потому что у нас два варианта. Либо мы подчиняемся хозяевам дома и действуем себе в ущерб. Первое. Либо мы просто переходим на кнопочные телефоны, и все цифровые сервисы основные, которые на мобильных устройствах, у нас переходят опять в офлайн, как в старом добром 2003 каком-нибудь году. У нас два варианта получается. И здесь еще раз подчеркну, я заметила вот эту агрессию людей, которые, я не понимаю, чем она обусловлена, людей на Android к людям, которые на Apple. То есть переходите на Android, все хорошо. Да нехорошо, что вы призываете под маской патриотизма переходить с одного американского устройства под руководством Соединенных Штатов на другое американское, которое подчиняется требованиям американского законодательства. Влупили санкции, все.
удалят. Ну так А что можно дальше делать, непонятно. можно же войну-то закончить, санкции поснимают, торговля Да опять кто вы, наладится. Саша? Вы посмотрите на Иран. Сколько у нас Иран лет под санкциями был? Что они там обещали с него снять еще в 10-х годах? А потом в 19-м, если мне память не изменяет, сильно сняли? По-моему, не очень. Ничего они снимать не будут. Это элемент гибридной войны с Россией в том числе. Они воспользовались тем, и я их очень понимаю, кстати. Я с сожалением об этом говорю, но я понимаю, что если ты пытаешься строить что-то на территории, которая тебе не принадлежит, то ты не можешь даже прав своих заявить, каких-то юридически значимых, когда твою постройку начинает сносить эскалатор. Потому что он так захотел. Это его территория. То же самое и здесь. Мы строили на чужой территории, заведомо нам не принадлежащей, даже враждебной, некоторые государственные штуки. Причем отказываясь насильным образом от западных сервисов, которые как раз, между прочим, работать и продолжат. И продолжают. Все уже научились, свою цифровую грамотность сильно повысили, научившись скачивать средства обхода блокировок. Вот и все. Я не знаю, что по данному поводу сказать, какое может быть решение. Что-то, какие-то рычаги давления, но если только асимметричные какие-то шаги мы будем предпринимать, какие-то критически важные для американцев отрасли, если мы перекроем, допустим, какой-то экспорт урана, например, или чего-то серьезного. То есть тут торговаться надо прям серьезно, потому что мы это заменить не можем. То есть нечем. Значит, надо торговаться тем, чего, получая от нас, не могут заменить американцы. И на этом уже играть, тут ставки только повышать. Потому что это серьезная тема. Ну, казалось бы, там какой-то телефон, какой-то андроид. Так у нас цифровая экономика. Уже все в онлайне. Уже все в онлайне. Кто-то говорит, ну, не было раньше телефонов, по кнопочным звонили. Ну, знаете, раньше и телефонов не было вообще никаких. Раньше вообще почтой пользовались. Иногда голубиной. Тоже работала. Но это же не значит, что мы должны сейчас во времена неолита опускаться и говорить, что все нормально. Так ненормально. Нет. Полина Ну, Реутова да. была моей Так что так. собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, друзья. Подписывайтесь и на Сашу, и на меня везде. Ставьте лайки. Всем спасибо. Берегите себя, добра и света. Увидимся.